Дэдпул — один из самых нестандартных персонажей во вселенной Марвел, олицетворяющий смесь безумия, комедии и беспощадного профессионализма. Его эксцентричная личность и аморальный подход к героизму делают его крайне интересным антигероем. Дэдпул всегда отличался от других персонажей, хоть и изначально был копиркой DC, но об этом в другой раз. Сегодня я вам расскажу о всех его детях, о которых известно в данный момент. Для ролика в учет я взял тех, кому биологически мертвый бассейн является отцом, а также в ком присутствует ДНК Уэйда. От вас я прошу все как обычно: лайк, подписку и комментарий. Может, я кого-то, как обычно, несправедливо не учел, а может быть, про кого-то недосказал. С вами, как всегда, у микрофона Макс, это канал Магика Гикс, ну а мы поехали! Начать, я думаю, стоит именно с биологических детей, так как их не так много, да и в целом, если подумать, то не каждая женщина готова будет завести ребенка от такого с виду неоднозначной персоны. Так вот, первого такого ребенка, с которого хотелось бы начать, зовут Элеонора Камача. И, наверное, это единственный ребенок Дэдпула, которого он любил искренне и больше всех остальных. Родилась же Элли во время короткого романа между Дэдпулом и Кармелитой Камача в основной вселенной, если что. Так что есть шанс, что когда-нибудь мы увидим ее адаптацию в связке с названной дочкой Логана Лорой. Отношения же у них сложились не сразу, так как воспитывалась Элли вдали от Дэдпула мамой, и когда Кармелита все-таки решила выйти на связь с Дэдпулом, то попала в поле зрения сотрудников проекта Weapon Plus, которые взяли в плен неполноценную семью, впоследствии став убийцами Кармелиты. Однако, в моменте, когда умирает наблюдатель, происходит цепочка раскрытия многочисленных секретов, в ходе которых одна из старых подруг Уэйда, а именно бывшая агент щита Эмили Престон, узнает, что Элли жива. Она рассказывает об этом Уэйду, он мчится ее спасать и ведает ей, что он ее отец. Затем, проведя некоторое время с Элли и поняв, как сильно ее любит, понимает, что не сможет защитить ее и обеспечить ей нормальное детство. Именно по этой причине он отдает ее Эмили. Не будет лишним сказать, что Дэдпул старается участвовать в жизни Элли и часто навещает ее, дабы просто провести с ней время. Благодаря этому он смог ее обучить боевым искусствам, а также использованию любого оружия. Из интересного могу добавить, что в одной из альтернативных веток будущего у Элли проявились способности к воскрешению себя в подростковом возрасте, благодаря которым она продолжила наследие своего отца в качестве нового Дэдпула. И, кстати, она была связана с другой дочкой Дэдпула с похожей историей, но с кардинально другим мнением об отце. А речь идет о Варде Вилсон, дитя одного из самых странных романов нашего остроумного наемника. Она, если что, дочь Шиклы, королевы подземного мира. Ее дебют состоялся в комиксе под названием Дэдпул номер 6, а именно в альтернативном будущем, в котором Дэдпул даже не знал об ее существовании, так как Варда родилась после их расставания с Шиклой. Узнал же про свою дочку Дэдпул только тогда, когда она его похитила и стала держать в плену. В отместку за детские обиды Варда специально взяла псевдоним отца для продажи запрещенных веществ. В принципе, по способностям удивить вас нечем. Варде достали способности как от отца, так и от матери, а также футуристический арсенал оружия. Из интересного могу добавить, что есть альтернативная версия будущего, где Варда присоединилась к Людям X в своей временной линии и помогла им остановить Нормана Осборна. Следующий же ребенок в каком-то роде тоже является биологическим ребенком Дэдпула и, на удивление, самой смерти. А зовут ее Дэспул, и была представлена она в мобильной игре Marvel Strike Force как дочь Дэдпула и смерти, соответственно. На вопрос, как она смогла появиться на свет, отвечу лишь тем, что всему виной космическая энергия, и, между прочим, она заменила свою мать смерть на посту, так как в одной вселенной может существовать только одна смерть. В принципе, по силам все так же интересно. Она унаследовала все навыки своей мамы, а именно телепортацию, манипуляцию энергией, прохождение сквозь объекты и путешествие сквозь измерения. А батя научил ее боевым искусством, а также навыкам убийцы. И вроде бы все хорошо, но в их историю вмешивается Танос, который, между прочим, был влюблен в Леди Смерть, и который решил отомстить Дэдпулу и всем альтернативным Дэдпулам за смерть своей возлюбленной. С помощью перчатки бесконечности он уничтожает Дэдпула. Дэдпул же видит это и клянется отомстить Титану. У них происходит заварушка в мультиверсе, в ходе которой Танос всегда был на шаг впереди, но альтернативный Танос помогает Дэдпуле сокрушить Таноса и также осуждает Таноса за его мелочность. Дэдпул осознает, что ее родители не хотели бы, чтобы она жила только ради мести, щадит Таноса и забирает его обратно в свое измерение на суд к живому трибуналу. Теперь давайте перейдем к персонажам, которые появились из-за скрещивания ДНК Дэдпула с другими героями. Начать, думаю, стоит с девчонки-паучонки, которую звали Сьюзен Мэри, и она является продуктом ДНК Дэдпула и, конечно же, Человека-паука. Дебют состоялся в Spider-Man Дэдпул номер 8, а стала же она такой по прихоти злодея нулевого пациента, а это, если что, альтернативный Джек Хаммер
старый друг и соратник Дэдпула из киновселенной, как часть заговора против Паучка и Дэдпула. Однако эксперимент у Джека пошел не совсем по плану, и он не смог подчинить себе Мэри, которая, между прочим, унаследовала крутейшие способности от своих родителей, а также кислотную слюну, контроль феромонов и острую как бритву паутину. Ну и также 4 руки и синий оттенок кожи, ну а что вы хотели, за такие способности я бы, думаю, сам продался. Она решила пойти по стопам своих родителей, борясь с преступностью, объединиться, как она сама называла, с папочками и сделать улетное трио. Думайте как хотите. Но вот методы ее были, конечно, не совсем геройские. Чтобы впечатлить своих родителей, она убила нескольких злодеев. Естественно, Паучка, ну и немножко Дэдпула это не особо впечатлило, и они ее осудили, ну в основном Спайдермен. За что девчонка-паучонка обратилась против своих самопровозглашенных отцов. Хоть Человек-паук и убедил Дэдпула использовать менее смертельные методы, Питер Паркер всерьез рассматривал возможность убить свое детище, дабы остановить ее буйство. Чтобы не заморать руки от Паучка выполнить это, Дэдпул нарушил свою тогдашнюю клятву отказа от убийств. Дэдпул отвлек Паучка и дезинтегрировал свою дочь. Но спешу вас не расстроить, Паучонка выжила в форме небольшого паукообразного существа, и скорее всего мы ее увидим в комиксах вновь. Еще одно удивительное скрещение генов Дэдпула с последующим появлением ребенка произошло в мини-арке комиксов под названием Дэдпул Too Soon. Там, отдав дань лучшим традициям детектива, Дэдпул пытается найти убийцу Фурбушмана. Так вот, я хочу рассказать вам про Белку Пула, результат слияния ДНК Уэйда и девушки-белки. Как же так произошло, спросите меня вы? Все очень просто. Неудачное совместное использование телепорта привело к тому, что на свет появилась Белка Пул. И все бы ничего, но семейные отношения у них не завязались, так как Дэдпул практически сразу телепортировал ее в неизвестном направлении, но позже по сюжету Белка Пул вернулась обратно, похитила папку с мамкой и хотела заставить их сделать ей братика или сестренку. Благо вовремя появился каратель и снес малыхе голову. Спешу вас успокоить, с несостоявшимся плодом технологии все оказалось в порядке. Чем закончилась ее судьба, пока неизвестно, так как в комиксах она больше не появлялась. Теперь же перейдем к достаточно странным появлениям детей Дэдпула, где Дэдпул заменил как маму, так и папу одновременно. И начать, думаю, стоит с истории, произошедшей с Дэдпулом, в ходе которой он стал инкубатором для существа от расы Брут. А это, если что, раса насекомоподобных существ, путешествующих по вселенной в поисках откладки новых яиц в своих жертвах. Но сейчас не об этом. Дэдпулыш впервые появился в комиксе Дэдпул номер 30. Я долго думал, считается ли это кровными отношениями, и пришел к мнению, что все-таки считается, поэтому вкратце по сюжету. Дэдпул в поисках оружия, способного уничтожить Мэткапа или Сумасброда или Безумца, а это, если что, персонаж, который не способен чувствовать боль и регенерацию у него похлеще, чем у Дэдпула, отправился в космос. Там, в ходе его приключения, где нам вкратце показали и Асгард, и Леди Сив с ее компанией, и даже ракета промелькнула на Дэдпула, в космической таверне напало как раз таки существо расы Брут, поместив в живот Дэдпула яйцо. Яркая аналогия представления расы Брут — это чужие, но уже из другого фандома. Так вот, технически, после того, как новый Брут выходит наружу, проедая все на своем пути, его инкубатор должен умереть, но из-за регенерации Дэдпула детеныш остается наполовину Уэйди. Как любящий отец или мать, Уэйд дает ему мини-маску и 2 бластера, ну так, конечно, делают все родители. Они сражаются вместе как отец с сыном. Кстати говоря, после появления ракеты сцена напомнила мне, как Грут сражался вместе с ракетой. Так вот, после эпичной заварушки в таверне семейной идиллии приходит конец, и Уэйд старается прогнать своего новоиспеченного сыночка. Дэдпул уж, конечно, отказывается от такой затеи, говоря бате, что еще рано. За это Дэдпул отрезает его от себя, естественно, бензопилой, и на этом их приключение заканчивается. Из интересного замечу, что яйца расы Брут при рождении на генетическом уровне заимствуют способности своего носителя, то есть за молодого Брудлинга не стоит переживать, так как новоиспеченный папаша поделился с ним своей регенеративной способностью. Увидим ли мы Дэдпулыша вновь? Кто знает. И последний на сегодня относительно кровный ребенок Дэдпула, который, возможно, связан с будущим коллабом Дэдпула и Венома, и это, конечно, принцесса, прозвище, данное Дэдпулом клону симбиота Карнажа, созданному мучительницей из образцов, полученных после попытки Клетуса Кэссиди, а это, если что, Карнаж, завоевать Землю, и модифицированных с ее помощью биокинетических способностей. Она выбрала Дэдпула в качестве инкубатора из-за его исцеляющего фактора, и конечная ее цель была создать послушную расу продвинутых симбиотов, которые будут подчиняться ей, а не внимание, Налу, которого нам затизерили в недавнем трейлере 3-й части Венома. И в целом данная линейка комиксов очень интересна, так как в этой серии нам раскрывают нынешнюю пассию Дэдпула Валентайн Вонг. Про нее я рассказывал в одном из роликов, подсказка появится наверху, поэтому заострять внимание на ней мы не будем. Находясь в плену у мучительницы, Дэдпул вспоминает, что у него было задание от Ателье, а это, если что, элитный клуб убийц, держу в курсе. Убить доктора Октавиуса, поэтому он выбирается из плена и спешит выполнить миссию, но у него не получается, и ему на подмогу приходит
находит Леди Смертельный Удар, с которой он, оказывается, должен был выполнить эту миссию вместе. Док Ок объединяется с Мучительницей, и Леди Смертельный Удар с Дэдпулом ретируется, не выполнив задание. Дэдпул, уже будучи влюбленным в Валентайн, врывается к ней в квартиру и отключается. Проснувшись, он обнаруживает, что Валентайн смогла успокоить симбиота и заглушить приказы от Мучительницы. Кстати, Дэдпул данного симбиота назвал Ренесми, а это вроде отсылка на Сумерки, где ребенок также пожирал Беллу. Дабы, так сказать, испытав возможности симбиота, они идут в зоопарк, где их выслеживает дуэт Док Ок и Мучительница. Мучительница избавляется от устройства Валентайн, и на свет появляется Карнаж, которого она забирает, и уже в своей лаборатории полноценно появляется клон Кэссиди, но ненадолго, так как он был съеден другим клоном Карнажа, который появился в образе гиены. Дэдпул называет его принцессой, и на вопрос Валентайн, почему не Ренесми, он говорит, что боится, что его засудит студия. Принцесса обладает всеми способностями симбиота и Карнажа в частности, но предана и послушна Дэдпулу, доказав это на практике, защитив его от гнева Ателье за то, что Дэдпул скомпрометировал Валентайн и предал данное агентство. Как видите, Дэдпул никогда не искал легких путей, а сценаристы с удовольствием придумывали ему нетривиальные истории. Что ж, какой антигерой, такие и истории. А какой ребенок и история понравилась вам больше? Обязательно пишите в комментариях, а также не забывайте влепить этому ролику лайк и подписаться на канал. С вами, как всегда, у микрофона был Макс, это канал Magika Geeks, у меня все. Thank you.